астрология чайников. И сегодня мы с вами узнаем, как астрологическая карта влияет на жизнь и характер человека. Для начала вспомним, что астрологическая карта – это рисунок космоса на какой-то момент. То есть в момент, когда вы родились, планеты стояли в каком-то определенном положении на зодиакальном круге. И на основе этих положений и строится астрологическая карта. Также в астрологической карте есть аспекты. Аспекты – это взаимоотношения планет, которые также напрямую влияют на характер человека. Рассмотрим на примере Владимира Владимировича Путина. В его астрологической карте есть секстиль Меркурия и Плутона. Вот что об этом говорит астролог Фрэнсис Сакаян. Рассматривают действительность как игру сил и понимают причины внешних явлений, как физик-атомщик понимает атомные структуры. Но они редко занимаются такими вещами, так как для этого нужны и другие факторы. Для среднего же человека это влияние слишком тонко, чтобы его понять и использовать. Это просто способность докапываться до причины. Хорошо для исследователей, писателей, детективов. Аспекты образуются в результате взаимодействия планет, а они взаимодействуют только в определенных ситуациях. Аспект трин образуется, если между планетами расстояние около 120 градусов. Секстиль образуется, если между планетами расстояние около 60 градусов. Квадрат образуется, если между планетами расстояние около 90 градусов. Оппозиция, если между планетами расстояние около 180 градусов. Да, в этом во всем вина президента Путина. И он также может принимать собственные решения. Он может принять решение повернуть на 360 градусов, сделать мир мирным и счастливым. А соединение, если планеты стоят вместе. Также аспекты могут сыграть свою роль в определенных ситуациях. Так, например, если у вас есть соединение Меркурия и Нептуна, как у Владимира Владимировича, то вы можете проявлять интуицию и эмпатию. А что такое эмпатия? Окей, Google. Также в астрологической карте есть орбисы. Орбисы – это градусы отклонения планет от аспектов. Например, у Меркурия и у многих планет орбис 3. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, до свидания и пока. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Да. Кто не подписался? Мы выезжаем.